Сегодня в кадре, помимо меня, будут красоваться два таких пульта. Но почему же на 12-канальной версии мы имеем крутилочки, а на 10-канальной версии мы имеем фейдерочки? Что за несправедливость? Друзья, давайте разбираться вместе. На канале «Давай запишем», где, я напомню, мы с вами говорим о Pro Audio. Ладно, сейчас давайте выдохнем. И тот пульт можно достать в любой комплектации, как с фейдерами, так и с крутилками. Хотя, с другой стороны, какой здравомыслящий человек поменяет фейдер на крутилку? На столе у нас сегодня два представителя серии MG от Yamaha. На самом деле серия достаточно распространенная, в ней много различных консолей, которые различаются и по количеству каналов, и по каким-то функциям. И стоит отметить, что с большой долей вероятности, если вы находитесь в каком-то маленьком баре, кафе или чем-то таком, где есть сцены и где нужен микшер, то с большой вероятностью вы найдете именно MG, потому что пульты доказали большим временем работы, что они, в принципе, довольно надежные, даже в таких, казалось бы, не самых благоприятных для звукорежиссера и его оборудования местах. Оба пульта примечательны тем, что на них имеется встроенная звуковая карта, и мы ее сейчас, к слову, используем. Мы один из пультов подключили с помощью USB к компьютеру. Здесь у нас стоит, как всегда, наш конденсаторный AC-T2, на него мы подаем фантомное питание, чтобы он начал работать с пульта, и усиление в районе, даже не знаю, тут уже 3 часа где-то, наверное, у нас накручено. Вот, расстояние от меня до микрофона, от моего рта, где-то сантиметров 30, наверное, даже чуть-чуть побольше. Собственно, это наш стандартный тест, когда мы во время ролика проверяем работу преампов и работу преобразователей пульта, потому что если тут есть звуковая карта, естественно, тут есть аналогоцифровой и цифроаналоговый преобразователь, о котором чуточку попозже. Теперь давайте от фейдеров мы немножечко отойдем, сосредоточим наш взгляд, наше видение на вот этой консоли и рассмотрим получше органы коммутации и, в принципе, управления вот этой MG12. Как следует из названия, всего нам для работы доступно 12 каналов. Первые 6 монолинейщик оснащены комбо-разъемами. Пусть вас это не смущает, сюда можно подключить и микрофон, и какой-то линейный источник. Инструмент не рекомендуется, инструментальных входов здесь, к сожалению, нету. Дальше идут 3 стереоканала для подключения, естественно, стереоисточников в линию. Усиление есть только на монолинейках. Также у монолинеек можно срезать ненужный низ и задать фиксированное послабление с помощью аттенюатора. Далее компрессия. 4 ручки компрессора на первые 4 канала. Давайте послушаем, как он работает. Сейчас звук без какой-либо компрессии. Сейчас компрессию мы выкрутили наполовину. И сейчас компрессия максимальная. Давайте уберем ее назад. И вот так звучит чистый звук. Конечно же, можно подавать фантомное питание, что у нас и произошло, потому что кнопочка горит, и конденсаторный микрофон, как логично это предположить, работает. По эквализации на первых 6 каналах у нас трехполосная эквализация. Далее у нас только 2 полосы, но зато эквализация есть на всех каналах. Далее FX, это посыл, причем это посыл на встроенный процессор эффектов и на внешний разъем, если вы хотите подключить внешний процессор, а уже возврат с него вы можете вернуть, например, в один из стереоканалов. Это, в принципе, достаточно легко сделать. Панорама, можем покрутить в одну сторону, в другую, и на самом деле это очень полезная штука, если вы пишете 2 канала и хотите раздельно записать инструменты, но об этом чуточку попозже. И, конечно же, усиление выхода. Что у нас происходит здесь? По стереоканалам, естественно, стоит упомянуть, что мы можем подключаться как в джек, так и в RCA, они же тюльпаны. Также посылы, панорамы, усиление выхода, все то же самое. Последний стереоканал — это возврат, одновременно это и стереоканал, и это возврат USB-шины с компьютера. То есть, нажимая на вот эту кнопочку, она была в правильном положении изначально, мы получаем стереосигнал с компа, который мы там воспроизводим. Я вам покажу, как правильно воспроизводить из Windows, и из вашей рабочей станции, там ничего сложного. Здесь это все дело можно проэквализировать, что очень удобно. Можно послать на FX, панораму усиления, и здесь есть небольшая кнопочка маршрутизации. С помощью нее мы можем послать вот этот звук с компьютера как на
мониторы, громкий контроль или вашу концертную акустику, которая подключена к главному ST-выходу, так и исключительно в мониторы. То есть вот сюда, в монитор out. Возможно, это кому-то пригодится. В любом случае, маршрутизация лишней никогда не бывает. Давайте пойдем дальше. Здесь есть разъем для подключения футсвитча, то есть переключателя в виде педальки для включения или выключения эффектов, о которых, кстати, мы чуточку попозже с вами поговорим. Разъемы на выход у нас main, что характерно, здесь есть XLR, это здорово. Они продублированы джеками, если у вас нет XLR, если вы подключаетесь к колонкам с помощью джеков. Выход под мониторы, который абсолютно идентичен выходу для наушников, и там мы получим один и тот же звук. Управление громкостями, во-первых, это выход с FX Return, то есть это, по сути, усиление линейки с эффектами. Повторюсь, чуточку попозже эффекты мы с вами обязательно послушаем. Усиление выхода раздельное, конечно же, главный мастер и монитор Phones с кнопочкой, которая отключает, мьютит главный мастер-выход, если это, конечно же, вам необходимо. Не будем откладывать все самое интересное на потом. Как я сказал, одной из главных фишек является все-таки наличие внутренней встроенной звуковой карты формата 2:2. То есть одновременно мы сможем записывать 2 канала и воспроизводить 2 канала. Как это все делается? Очень просто. С сайта Steinberg мы качаем Yamaha Steinberg ASIO USB драйвер. Все это дело устанавливаем, перезагружаем компьютер, и вот теперь уже с чистой совестью мы сможем посмотреть, а что там у нас с роутингом и с задержкой. Первым делом посмотрим на роутинг. 2 канала на вход, 2 канала на выход. Опять же, если вы чего-то не слышите или что-то не пишется, то проверьте, выставлены ли у вас именно в роутинге нужные каналы. Теперь, что касается Windows. Как слышать звук на пульте, например, с вашего плеера, с которого вы воспроизводите какой-то аудиотрек. Переходим в настройки аудио Windows и устройство вывода по умолчанию выставляем MG. Если оно не выставлено, то звука явно не будет, поэтому выставляем. А когда вы работаете в цифровой рабочей станции, то здесь лучше все-таки держать устройство по умолчанию, вашей звуковой карты. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь творится с задержкой. Попереключаем буфер и посмотрим на значение. Если продолжать тему USB, то в комплекте мы не зря помимо обычного Cubase найдем и обрезанную версию Cubasis. Да, действительно, если вы обладаете iPad, если вы обладаете специальным переходничком USB под Lightning, то вы можете подключать все это дело напрямую в планшет, пользоваться Cubasis'ом и записывать, а также воспроизводить с помощью вашего яблочного и миниатюрного друга. Обладатели iOS-устройств также порадуют наличие приложения для моментального воспроизведения или записи материала, который у вас подается на микшерный пульт. К слову, приложение так и называется MG Rec and Play. От себя замечу, что очень классная вот эта функция моментального воспроизведения заранее забитых треков или эффектов. Если вы работаете в театре, если вам нужно под определенную реплику, моментально срабатывая, давать ту или иную фонограмму, эта штука придется как нельзя кстати. Я намеренно избегаю цитат в духе «самые премиальные преобразователи», «самые качественные студийные преампы» и так далее. Те, кто варится в этом во всем не один год, уже прекрасно знают, что MG-серия успела себя зарекомендовать, что и говорить, сегодня у нас на столе, в принципе, не первая инкарнация вот этих самых карт. Также нахваливать я не собираюсь эффекты. Вместо этого предлагаю вам вместе их и послушать. Чтобы услышать, что у нас там происходит в процессоре, открываем посыл с канала, открываем возврат и активируем сам процессор. И вот уже у нас
играет что-то. Это холл, причем параметры у всех эффектов можно менять. Мы будем использовать среднюю настройку, чтобы не тратить много времени. Итак, это был первый холл. Это у нас холл номер 2. Это у нас холл номер 3. Переключаются эффекты, кстати, с помощью вот этой ручки. Просто переводим ее в следующее положение и нажимаем сверху. Это у нас... Ого, а это у нас рум. И, кстати, предыдущий это был не холл, это был рум. Что-то я с вами уже заговорился. Давайте дальше. 5. Это у нас стейдж первый. 6. Это у нас следующий стейдж. 7. Это звук плейта. 1, 2, 3. 8. Это у нас барабанный рейдер. 9. Это у нас первичное отражение. 10. Это у нас гейтед рейдер. 11 номер. Делай. Хотел перескочить. Но там более быстрый делай. 13 номер это у нас эхо. 14 номер. Караоке, ну как бы это стандартный пресет, все в одном. Тут и какая-то модуляция, и какой-то металлайзер, и дилей, так что... Если вам лень настраивать, то эффект для вас. 15-й, фейзер, да, я его уже слышу, отлично, фейзер есть. Дальше у нас фленджер. 17-й у нас хорус, давайте, накинем побольше, боже. Обожаю этот эффект. И также есть еще 18-й, это еще одна вариация хоруса, слышно с небольшим детюном, с сдвигом по питчу. 19-й симфоник AA, ну тоже какая-то модуляция, видимо. 20-й это тремоло. Ну, конечно, на голосе накладывать тремоло такое себе, но на инструменте может даже звучать. 21-й это квакушка, тоже больше для инструментов. 22-й это radio voice, ну, слышим, да, искажение. 23-й это был дисторшн. Я сразу его переключил. 24-й это сдвиг питча. То есть можем отмотать сюда, можем отмотать наоборот сюда. Можем назад, можем вот так. Можем отключить эффекты и вернуться в первоначальный звук. Стоит поговорить о лайфхаках, потому что это то, что вы так сильно любите. Мы тоже это любим. Смотрите, здесь есть встроенный интерфейс, двухканальный, и пишет он то, что у нас приходит на мастер. Когда мы включаем сюда два источника, скажем, вокал, вот микрофон и гитару во второй канал, то у нас получается, без каких-либо доводок на пульте, что все идет строго по центру. Гитара и вокал наслаиваются друг на друга, и дальнейшая обработка отдельно этих инструментов становится невозможной. Что можно сделать, чтобы записать два источника раздельно? Можно воспользоваться панорамой. Смотрите, предположим, на 3-й, на 4-й канал у нас приходят эти два инструмента. Один сюда, второй туда. И теперь, снимая мастер, записывая его на компьютер, мы будем получать в левом канале вокал, а в правом канале будем получать гитару. Давайте на живом примере вместе попробуем это с вами провернуть. Все так же поднимается солнце, но по-другому светит сейчас. Горели одинокие звезды не для нас. Мы на рассвете мир потеряли, разрушив между нами мосты. И в этом только два виноватых, я и ты. Дважды в одну реку не войдешь, раненое сердце не зашьешь. Я давно не видел свет в твоих глазах. Отплывали наши корабли, были так несдержанно близки, но теперь стоим на разных берегах.
Сегодня нас посетила вот такая парочка рабочих лошадок. Да, стоит учитывать, что в последнее время аналог все-таки сдает позиции, потому что сейчас на рынке появляются такие вещи, как XR от Behringer, примерно похожего ценового сегмента. Но здесь мы имеем безотказный, аналоговый, повторюсь, механизм, с которым справится, наверное, даже ребенок. Потому что все, в принципе, интуитивно понятно. Но больше мне интересно, что об MG серии думаете вы. Напишите в комментариях. Если был опыт работы с такими пультами, опишите его. Мы ждем. Друзья, это был канал «Давай запишем». Напоминаю, что здесь мы с вами разговариваем про аудио. Лайк, подписка. Я с вами не прощаюсь, а говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. В кадре помимо... звук-то не идет. А чё звук-то не идет? Сегодня в кадре, эй. Окей.